12 января 2021 года запомнился для многих пользователей сети как один из самых грустных дней в истории. После более чем 2 десятилетий поддержки компания Adobe приняла решение полностью удалить Flash Player. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать тебе, по какой причине приняли решение его больше не использовать. Но, пожалуй, скажу пару слов, что значит Flash Player для обычного народа, как мы с тобой. Мои сверстники наверняка вспомнят те золотые деньки, когда мы еще во время школы делились дисками, по уши набитыми различными флеш-играми. Да, именно флеш-игры были основой этого плагина, и просто невозможно перечислить, сколько классного контента выходило на его основе. Теперь же, после удаления флеш-плеера, множество игр утеряно навсегда, в том числе уникальные сониковские флеш-игры. Этим роликом я решил отдать дань той эпохи и, знаешь, вспомнить все те ништяки, которые выходили. Возможно, в некоторые ты даже играл сам, а какие-то увидишь впервые. Так с чего все началось? Официальные сониковские флеш-игры создавались с середины 2000-х годов с целью продвижения главных игр, начиная от Sonic Mega Collection и заканчивая, пожалуй, Sonic Boom. Эти игры охватывали множество жанров, такие как тривряд, головоломки, платформеры и даже арканоид в лице Соника 2006, который, кстати, явно был протестирован и отполирован лучше, чем сама основная игра. Конечно же, ни одна из этих игр не была шедевром, но до чего же они были чертовски залипательные и по-своему уникальные. Эти флеш-игры были неплохим маркетинговым ходом. Скажем так, это была такого рода завлекаловка, которая заставляла тебя захотеть приобрести уже саму игру. И знаешь что? Я сам в детстве на это повелся, когда после прохождения флеш-игры мечтал поиграть в основную. И первой такой игрой для меня стала Shadow the Hedgehog Flash. Она была самой темной и мрачной флеш-игрой. Собственно, как и сама основная игра. Здесь мы могли поиграть за Shadow на уровне Вистополис, уничтожая на своем пути Black Arms и Солдат Ган. Причем делать это можно было с помощью оружия или же просто прыгая сверху на врагов. Удивительно, но для 2D флешки она достаточно точно передавала дух основной игры. Ну, кроме выбора и разделения на злодея или героя. А потом случилось что-то вообще невероятное. После релиза основной игры, флеш-игра получила небольшое обновление в виде нового уровня. Второй уровень представляет собой гонку на байке, где нам предстоит сражаться против воздушных противников, объезжая препятствия, а в конце устранить огромный корабль Black Arms. И после каждого убийства корабля росла скорость врагов и сам уровень был цикличным. Помню, когда я был мелким, то рассказывал, как я играл в этот мистический уровень, и никто мне не верил. Только спустя некоторое время я нашел доказательства. В это трудно поверить, но в интернете есть один единственный ролик, который доказывает существование данной версии с другим уровнем, но сам файл игры утерян навсегда. Следующее, что я успел заценить, это был Sonic Rivals Dash. Он был приурочен к выходу Sonic Rivals на PSP. Как и Shadow the Hedgehog Flash, Rivals Dash хорошенько передавал дух оригинала. И хоть особенного разнообразия в ней не было, но на самом деле в ней присутствовала одна особенность, которая выделяла ее среди других сониковских флеш-игр. В нее можно было поиграть вдвоем. Самое крутое это было зарубиться с другом после школы за звание лучшего бегуна. Особенно когда PSP только было у одного, и поиграть в полноценный мультиплеер не представлялось возможным. Следующая флеш-игра под названием Sonic Rush Adventure Flash, пожалуй, одна из самых интересных флеш-игр того времени. Игрока встречал интерфейс в стиле портативки Nintendo DS, а курсор мышки превращался в стилус. Цель игры заключалась в управлении Соника на водном байке, который должен был проходить всякие препятствия, собирать кольца и делать там различные трюки. И хочу я тебе сказать, что это было не так просто, как кажется. Я постоянно во что-то впечатывался и приходилось играть сначала. На самом деле эта флешка неплохо так натаскала меня, и впоследствии, когда я уже столкнулся с водными уровнями в оригинальной игре, препятствия уже не казались такими жесткими. Еще, пожалуй, стоит выделить Sega Superstar Web Game, которая воссоздала сониковской уровень из основной игры. Соник мчится по туннелю битком набитыми кольцами, дэш-панелями и мерзкими бомбами. Во время бега необходимо было собрать 7 изумрудов хаоса, которые позволяли превратиться в Супер Соника. Честно, на тот момент это было действительно круто, потому что поиграть в основную игру на консоли было практически невозможно из-за отсутствия такой штуки, как iToy. Нет, ну серьезно, вот у тебя был iToy? Кто-нибудь вообще помнит, что это такое? Конечно, возможно, стоит упомянуть самую известную народную флеш-игру про Соника — Ultimate Sonic Flash Game. Эту флешку создал фанат в 2004 году, от которой у многих остались теплые воспоминания. И неспроста.
Ведь ее разработчик, фанат, фактически с нуля воссоздал Sonic Advance 2 и подарил людям возможность опробовать ее на компьютерах. Для тех людей, кто не имел в эмуляцию и не имел Game Boy Advance, это было спасением, так как автор не только перенес контент из игры, но и добавил еще кучу нового, в том числе персонажей, которые никогда не было в серии Advance. Ставь лайк, если ты тоже играл в нее в детстве. Вообще, не только флеш-играми были едины. Достаточно вспомнить интересные фан-проекты, как, например, Sonic RPG. А сколько еще было клевых флешек, когда можно было создавать своего оригинального персонажа. Еще до всяких там редакторов в Sonic Forces. Но огромным историческим пластом остается же, конечно же, фанатская анимация. В том числе забавный Sonic Shorts или не менее занимательный NASA Unleashed. Теперь, к сожалению, это наследие бережно хранится на просторах Ютуба. Кстати, о последнем. Мне есть что рассказать. Я бы выделил бы его в отдельный ролик. Так что не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующие ролики. И обязательно делись этим каналом с друзьями. И, конечно же, оставь комментарий, в какие флеш-игры про Соника ты успел сыграть сам. А если ты досмотрел мой ролик до конца, то тебя ждет приятный бонус. В большинство замечательных официальных флеш-игр ты можешь поиграть самостоятельно, просто посетив наше большое сообщество Sonic Adult Characters ВКонтакте. Вступай, становись участником и переходи в архив, чтобы скачать все эти игры. Для тебя любезно был положен сам флеш-плеер для запуска игр. Ну на этом пока все. Всем удачи и пока.